Всем огромный привет! В этом видео мы вместе с вами свяжем такую красивую пасхальную курочку крючком. Вяжется такая работа очень легко. И в качестве наполнителя я использовала зерно кукурузы. Такой игрушкой очень интересно играться деткам. Им очень нравится ее вот так вот разминать. Кому понравилось, давайте свяжем такую курочку вместе. Для вязания курочки я взяла акриловую пряжу. У меня коричневый цвет, желтый, красный и совсем чуть-чуть черного. Крючок подобрала 3 мм. В качестве наполнения я использую кукурузу, но можно и любое зерно или же крупу. Набираю цепочку из 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Еще одну воздушную петлю для подъема. Так. Теперь буду вязать столбики без накида в каждую воздушную петлю. По одному столбику без накида. Первый столбик без накида вяжу во вторую петлю от крючка. Первый пропускаю, во вторую ввожу крючок, провязываю столбик без накида. 1, в следующую воздушную петлю, 2, затем 3, в следующую воздушную петлю, 4, затем в следующую 5, в следующую петлю 6. И так нужно провязать до конца ряда. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Одна воздушная петля для подъема. Работу поворачиваю. Так же само провязываю столбики без накида в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и в последнюю петлю 17. Одна воздушная петля. Работу поворачиваю. Я провязала 2 ряда столбиками без накида. Далее работа только повторяется. Нам нужно провязать прямоугольник из 34 рядов. В каждом ряду 17 столбиков без накида. 2 ряда есть, осталось провязать 32 ряда. Вязать буду так же само в каждую петлю по одному столбику без накида. Это я уже вяжу 3-й ряд. И так продолжаю вязать, пока не провяжу полных 34 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 34 ряда провязала, в каждом ряду 17 столбиков без накида. Складываю его пополам. И у нас получается квадрат. Я еще так проверяю. Беру за уголок и вот складываю его вот так. Получился ровный уголок. Квадрат также получился ровным. Теперь прямоугольник готовый. Вяжу одну воздушную петлю и отрезаю нить. Так.
Снова складываю пополам. Теперь с каждой стороны также должно получиться 17 рядов. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Теперь нужно будет соединить две стороны. Я буду соединять с помощью крючка, провязывая столбики без накида. Также можно соединить полустолбиками или же с помощью иголки, продев через нее пряжу и пришить две стороны. Беру крючок, пропускаю, захватываю рабочую нить, вывожу, провязываю одну воздушную петлю. Край пряжи я прихватываю и придерживаю и буду провязывать вместе со столбиками без накида. Сюда же в эту петлю вяжу один столбик без накида. Над каждым рядом нужно будет провязать по одному столбику без накида. Первый столбик без накида, над вторым рядом провязываем второй столбик без накида. Вот, над третьим рядом, вот в эту дырочку, провязываю третий столбик без накида, затем в следующую, четвертый, в следующую, пятый столбик без накида, в следующую, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14, 15, 16. и над последним рядом провязываю 17 столбик без накида. Теперь соединяю вторую сторону. Сюда, в этот же ряд, я провяжу еще один столбик без накида, чтобы аккуратно повернуть работу в другую сторону. И получается, один столбик без накида есть. Нужно провязать еще 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и вот в последнюю петлю 16. соединила две стороны. Теперь вяжу одну воздушную петлю, отрезаю нить. У нас получился вот такой кармашек. Теперь буду засыпать кукурузу. Насыпала сюда зерна такое количество, чтобы можно было его вот так вот соединить. Соединять я буду, вот смотрим, вот так я соединила две стороны, а третью сторону я буду соединять не вот так, а вот так. И тогда получится вот такая пирамидка. Соединять также буду с помощью крючка и пряжи, провязывая столбики без накида. Теперь посчитаю, с каждой стороны также должно получиться 17 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И вот получается вот 17. Вот этим вот хвостиком, край нити, я соединю ровно посередине, чтобы ничего никуда не разъехалось. И теперь спокойно буду соединять дальше. Пропускаю крючок. Захватываю рабочую нить.
и вяжу одну воздушную петлю. Так же само нужно будет провязать 17 столбиков без накида. Над каждым рядом провязываю по одному столбику без накида. Сюда же провязываю столбик без накида, 1, затем над следующим рядом 2, над следующим рядом 3, над следующим рядом 4, 6, 7. торчащий край спрячу вовнутрь, он нам уже не понадобится. Продолжаю соединять. Одна воздушная петля, нить отрезаю. Так же само прячу вот этот торчащий край. Получилась у меня такая пирамидка. Теперь буду вязать гребень и клюв курочки. Для того, чтобы не потеряться, в каком же месте нужно провязать саму голову курочки, вот та сторона, которую соединяла последнюю. Вот эти две стороны, которые соединяли первыми. И вот последняя вот эта вот сторона — это низ. Вот. И смотреть курочка должна в противоположную сторону. То есть клюв у нее будет вот в этом где-то месте. Вот так вот. Вот низ, вот гребень, клюв. Курочка смотрит в противоположную сторону. Вот так. Я возьму красный цвет пряжи. Это также акриловая пряжа, просто она у меня тонкая, и я буду вязать в 2 нити. Начинать вязание буду с этой стороны в сторону клюва. Находим верхушку и вот самую верхнюю петлю. Вот она. От нее отсчитываю 4 петли. 1, 2, 3, 4. Вот сюда ввожу крючок, а верхушка — это 5-я петля. Захватываю рабочую нить, вывожу и провязываю одну воздушную петлю. Теперь нужно провязать еще 2 воздушные петли. 1, 2. Сюда же, в эту петлю, я провяжу 2 столбика с одним накидом. Делаю накид, сюда же в эту петлю ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вывожу, захватываю рабочую нить и пропускаю через первые 2 петли на крючке. И снова захватываю рабочую нить, пропускаю через оставшиеся петли на крючке. Столбик без накида готов. Провязываю еще 1. И вместе с 3 воздушными петлями в начале ряда я провязала 3 столбика с одним накидом. В следующую петлю я провязываю 1 столбик без накида. Вот этот вот край пряжи я придерживаю и провязываю вместе с вязанием. В следующую петлю вяжу 3 столбика с одним накидом в одну петлю. Один, 2 и сюда же 3. В следующую петлю я вяжу 1 столбик без накида.
Теперь в следующую петлю на саму верхушку я провязываю 3 полустолбика с одним накидом. Делаю накид, пропускаю крючок в следующую петлю, захватываю рабочую нить, вывожу, захватываю рабочую нить и пропускаю через все петли на крючке. 1, снова делаю накид, пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу и провязываю второй полустолбик с накидом. Захватываю рабочую нить и пропускаю через все петли на крючке. Делаю накид, пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу, захватываю рабочую нить и пропускаю через все петли на крючке. Теперь перехожу на вторую сторону. Вот в следующую петлю провязываю столбик без накида. И в следующую петлю провязываю полустолбик. В этом месте можно отрезать нить, а затем снова продолжить. Я нить отрезать не буду, провяжу полустолбики, их за клювом видно не будет. И продолжу вязание. Поэтому, не считая последний полустолбик, я провяжу еще 3 полустолбика. 1, 2, 3. Теперь в следующую петлю провязываю 1 полустолбик, воздушная петля, 1 полустолбик с накидом, делаю накид, сюда же в эту петлю пропускаю крючок, захватываю, вывожу рабочую нить, захватываю рабочую нить, пропускаю через все петли на крючке, 1 воздушная петля и сюда же в эту петлю 1 полустолбик. Вот так. 1 воздушная петля и нить отрезаю. Торчащую нить нужно спрятать. Теперь вяжу клювик. Беру желтый цвет пряжи. Вот я провязала 3 полустолбика, чтобы перейти на вторую часть. Пропускаю крючок в первую петлю. Захватываю рабочую нить, вывожу, вяжу 1 воздушную петлю. Теперь в эту самую петлю провязываю 1 столбик без накида. Затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующую петлю вяжу столбик без накида. Так. 1 полустолбик сюда же в эту петлю. 1 воздушная петля и нить отрезаю. Прячу край нити. Клювик готов. Осталось пришить глазки. Я буду пришивать с помощью иголки и черного цвета пряжи. Пришивать глазки буду где-то приблизительно в этом месте. Вот первый ряд до уровня клюва. Приблизительно вот второй столбик без накида. Первый столбик без накида, а вот второй. Все, глазки я пришила. Вот такая у меня получилась пасхальная курочка в виде пирамидки. На этом все. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи. Пока-пока.